Всем привет! В этом развлекательном видео сомнительной полезности я научу вас горизонтальному полету на реактивном ранце, который выглядит довольно необычно, хотя никакие характеристики не меняются, собственно, как и управление во время полета. Вам для этого потребуется доступ к самой первой миссии, которая называется Big Smoke, а потом Sweet и Candle. Также придется воспользоваться читом на реактивный ранец, так как иной возможности его получить тогда, когда он нужен, у нас не будет. Но так как читы на Jetpack содержат букву C, которая отвечает за функцию «присесть», нужно сменить ее в управлении на любую другую свободную кнопку, не пересекающуюся с теми, которые содержат чит. Но это не обязательно, скорее для удобства. Начав новую игру, идем выполнять первую миссию и пропускаем все катсцены, кроме последней, которая начинается с пафосной походки ключевых персонажей, после чего Perennial Smoke взрывают члены вражеской банды. Высматриваем момент, когда Карл отпрыгивает за пределы вида текущей камеры, и наша главная задача, не имея возможности видеть главного героя, уловить момент, когда и насколько долго он лежит после падения на поверхность. В этот момент нужно, чтобы чит на Jetpack активировался, потому я рекомендую вписать все символы, кроме последнего, а последний, в свою очередь, должен быть введен именно в тот период, когда Карл лежит на животе. Не знаю, поможет ли вам эта информация или нет, но Карл прыгает абсолютно синхронно с Райдером, и с момента, когда Карл покидает зону видимости, через приблизительно 1,5 секунды он полностью ляжет, и через столько же времени начнет вставать. В этот совсем недолгий период нужно активировать чит на реактивный ранец и ждать окончания этой сценки, когда друзья начнут бежать к велосипедам уже без CJ. Лучший ориентир — это чтобы активация чита произошла в момент, когда взрывается автомобиль, или даже совсем немного раньше. Если все получилось правильно, CJ будет лежать на полу животом вниз, без реактивного ранца и без возможности двигаться. Что можно объяснить тем, что в данной сцене игра не дает нам управления персонажем до того момента, пока мы не окажемся около велосипедов. А через несколько секунд мы в такой же позе телепортируемся к нашему велосипеду и уже получим частичное управление. А поднимет нас на ноги только прыжок, удар или движение в положении сидя, чего следует избегать на данный момент. Используем чит-код на реактивный ранец еще раз, находясь на позиции 1. Или можем сделать это на позиции 2, но там перед читом надо будет нажать кнопку C, чтобы присесть. Или же сменить управление, чтобы кнопка C не выполняла это действие, так как и в Rocketman, и в ECJAA присутствуют навигационные кнопки после кнопки C, из-за которых персонаж собьет анимацию и встанет. Еще возьмите во внимание, что долго лежать без ранца CJ не собирается, и за 20 секунд бездействия он выполнит одну из idle анимаций, которые заставят его встать. С момента успешного взлета никакие случайные кнопки, кроме стрельбы и прицеливания, нажимать уже не страшно, потому что в момент полета покинуть Jetpack мы уже не сможем. Если это не Definitive Edition, разумеется, где нам доступна такая возможность. Кстати, по поводу Definitive. Там тоже можно так летать, просто придется смириться с не совсем удобными условиями управления при поворотах мышью и менее привычным диапазоном времени для активации чита. Летая в такой необычной позиции, верхняя часть тела у нас соблюдает анимацию упавшего на землю человека, в то время, когда ноги двигаются ровно так, как должны были двигаться и во время стандартного вертикального полета. Летает CJ в таком случае всегда головой в правую сторону и ногами, соответственно, в левую. Изменить это нельзя, потому приходится планировать именно так. Но в связи с тем, что управление мы имеем нормальное, даже в таком направлении персонажа и реактивного ранца легко осилить полет и маневрировать так, словно ничего не изменилось. Мы находимся на начальной стадии первой миссии, где нужно долететь до Гроув-стрит, но сперва потребуется посетить чекпоинт, на котором команда разделится, а у нас в момент очередной небольшой сценки еще раз исчезнет реактивный ранец, который придется, как и ранее, заново вызвать читом. Следующий этап выполнения миссии будет уже в ее конце, в центре Гроув-стрит. Подобная ситуация, где надо вызвать реактивный ранец до первой реплики CJ, иначе он встанет и начнет размахивать руками. Если вызвать Jetpack сразу, размахивать он не станет,
но как только вы покинете летательный аппарат, игрок не останется в положении лежа и отдаст свой долг невыполненной анимации разговора уже по факту выхода из джетпака. После данной сценки герой свободен от этой миссии, но так как в дом он зайти с реактивным ранцем не сможет, мы можем отправиться в свободный полет по штату, попасть на изнанку карты, окунать себя в воду, пролезть в подводное пространство и летать в воде. В целом, все то, что мог и обычный пилот джетпака, но с другой анимацией и расположением игрока относительно поверхности Земли. А еще можно провернуть все то же самое в связке с багом неосязаемого мира после первой миссии, подробное описание которого вы можете послушать на канале Ordi Time Group. Для этого в начале игры мы идем в атриум и обманываем интерьерный мир, выйдя из интерьера наружу через не до конца закрывшуюся дверь. В невидимом, но осязаемом мире направляемся на ощупь на Гроув-стрит и ищем невидимый маркер первой миссии. Дальше делаем все описанное ранее для получения горизонтального полета, но теперь скипнуть последнюю кат-сцену нужно обязательно, как только вы получите реактивный ранец сразу после его конфискации. После выполнения миссии коллизия исчезнет, почти все модели с текстурами заменятся на лоды, а главный герой не будет падать вечно вниз в пустоту, так как у него есть летательный аппарат. А в Definitive Edition это так не работает, и последнюю кат-сцену пропустить нельзя, из-за чего главный герой лишается реактивного ранца принудительно и летит в бесконечность, регулярно преодолевая одни и те же 100 единиц высоты и появляясь на уровне, где должна была быть поверхность. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, дабы не пропускать выход моих новинок. Всем пока и до следующих встреч!